Всем здравствуйте! Сегодня мы будем с вами делать расклад, который я подсмотрела у своей коллеги Марины. Если я вспомню, я напишу в комментариях ссылку на ее канал. Если нет, то обязательно в описании к этому ролику я дам ссылку на ее канал. Вот, кому интересно, можете переходить, смотреть расклады. То есть вот эти у нас еще будет несколько раскладов на этой неделе на этом канале и на основном моем канале, которые я подсмотрела у Марины, спросила разрешения, на что она дала согласие. Вот, но обязательно с отсылкой на авторство. Ну, просто потому что вы знаете, я уважаю это. И поэтому, если я не вспомню в прикрепленном комментарии оставить ссылку, то обязательно в описании ссылка на ее канал будет. Почему? Потому что когда я загружаю ролики, я не могу прикрепить комментарий. То есть ролик должен выйти сначала для того, чтобы я потом прикрепила свой комментарий. Вот. Но тема нашего расклада будет сегодня «О чем болит ваша душа?». Мне очень понравился этот расклад. Я вспомнила, что я долгое время не делала расклады на колоде Чака Спицана «Путь счастья» либо «Успеха». Как-то так, я уже не помню, как эта колода называется. В ней есть темные истории, есть светлые истории. Вот мы как раз-таки сегодня на этой колоде и посмотрим, о чем болит ваша душа. Не знаю, как она проиграется, эта колода, но давайте посмотрим. О чем болит ваша душа? Я вытащу 3 темные истории, да, которые указывают на темные стороны нашего характера, да, которые... Ох, высоко, нет. Вот, и выложу 3 светлые истории, да, как. И мы посмотрим, что нам скажут. 3 карты, я имею в виду, да. Это не позиция, это просто 3 карты. Так, ну, давайте посмотрим. Итак, о чем болит наша душа? Личный миф. Душа болит о том, что придумываете для себя какие-то болезненные истории, да, которыми, я не знаю, не соответствуете вы. То есть здесь как будто бы люди одевают маски, не знаю, причем это маски не обязательно лицемерие, это маски ненастоящести. В каком контексте? То есть вы можете показывать, что вот в вашей жизни все хорошо, все классно, все здорово, да, чтобы люди к вам не приставали, чтобы, возможно, не задавали лишние вопросы, потому что вы не хотите рассказывать о чем-то сугубо личном, но в душе вы можете, допустим, страдать и переживать о чем-то. Вот. То есть вы скрываетесь за какой-то маской, придумываете какую-то историю. Она может быть как в минус, так и в плюс. То есть, возможно, у вас в жизни это все, в принципе, нормально, но вот ваши воспоминания о чем-то негативном, они заставляют вас каким-то образом страдать, и вы это начинаете транслировать людям. То есть придумываете здесь какую-то историю для себя, достаточно болезненную, и вы ее транслируете, и от этого болит ваша душа. То есть, в принципе, такое ощущение, что вот нету как будто бы повода к страданию, но вы его придумываете. То есть вы придумываете того, что не нужно. Может быть, где-то даже чем-то накручиваете себя. Здесь создаете себе, придумываете сценарий, создаете себе больше проблем именно на уровне состояния, именно на уровне эмоций, который причиняет вам самим боль. Еще, о чем болит ваша душа? Ну вот бесконечно идет какая-то борьба внутри вас, либо какая-то потребность самой себе в первую очередь что-то доказать. То есть вы как будто бы не даете себе расслабиться, вы не принимаете жизнь такой, какая она есть. Да? То есть вы все время что-то хотите от себя. Хочется сказать, доставьте вы себя уже в покой, да? Все с вами окей, что вы начинаете к себе придираться. И вот душа от этого устает. Она устала от какой-то войны, она устала от какой-то борьбы, что, возможно, ей ум все время что-то навязывает и говорит, как нужно жить, как нужно действовать. Она уже от этого устала. Ей хочется просто, знаете, какого-то вот наслаждения, удовольствия, ну вот жить так, как она хочет. И пускай это будет ошибочно с точки зрения, например, других людей, да, либо как-то вот по сравнению с среднестатистическим уровнем, да, так как живут другие люди.
здесь душа хочет спокойствия. То есть нету денег, ну и фиг с ним, главное, чтобы мне было спокойно. Вот я успокоюсь, потом я найду решение, как мне добыть те деньги, которые мне необходимы. То есть здесь вот такое чувство, что все время вы куда-то себя подстегиваете, все время себя что-то заставляете делать, все время вот куда-то гоните. Здесь бесконечное какое-то насилие над самой собой. И вот душа от этого устала. Ну вот мы говорили про бедность, да, здесь бедность, она и присутствует, причем здесь вопрос не только на физической бедности, да, то есть недостаток финансов, какие-то затруднительные моменты, а здесь вот как будто бы, знаете, бедность на эмоции, вот чего-то не хватает, есть какой-то дефицит, то есть в душе человек ощущает себя бездуховный, с какой точки зрения, да, что он живет по каким-то рамкам, правилам, нормам. То есть вот нету вот возможности жить из состояния души. Вот то, что она хочет, давать ей это. Нету чувства, что я изобилен, я изобилию какими-то, фонтанирую какими-то идеями новыми, да, то есть вот как будто бы здесь человеку не хватает новых впечатлений, не хватает радости, какой-то расширенности, да, вот какая-то скудность здесь присутствует, вот эта вот бедность, да, как некий такой дефицит, скудность, мало, вот чего-то тут мало. И вот душа устала от того, что вы все время делаете акцент на то, что вам что-то недостает. Здесь она как будто бы хочет сказать, что ну начни уже замечать, что вот всего достаточно. И если это сложно, то хотя бы обращай внимание на то, что мы уже имеем. Да, то есть вот здесь человек как будто бы периодически закрывает какие-то свои дыры. Не знаю, нужна была обувь, купил обувь. Вместо того, чтобы наслаждаться этим, сразу поставил себе другую цель. Мне теперь надо там, я не знаю, шины на колеса поменять на зимние, да, потом еще что-то, вот все время что-то надо, вот этот недостаток, и душа уже говорит, вот это твое надо, оно никогда не закончится. Когда ты уже будешь получать удовольствие, вот купил что-то, сделал что-то, да порадуйся, побудь в этом состоянии, насладись, ощути в этот момент, что вот у меня все есть, у меня есть то, что мне нужно было, мне дали, вот поблагодари, насладись, вот душа от этого устала, она устала от каких-то страданий бесконечных, которые приносят вам вот это чувство войны, борьбу, надо выживать, все время за что-то бороться. Почему? Потому что есть акцент на недостаток, на дефицит какой-то. То есть здесь, по сути, душа устала от вашей головы, от тех мыслей, которые роются в голове через негативный какой-то план. Вот привыкли мысли бегать вот здесь, вот в таком ключе. Вот надо свое мышление изменить. Еще от чего болит душа? От того, что, знаете, нету... Вот здесь война у нас идет, а здесь дружба, да? Вот как будто бы нету мира. Нету мира в душе, и она устала от того, что, возможно, нету человека рядом с вами, с которым просто можно было дружить, с которым можно было общаться, довериться. Человек, который, возможно, он будет не похожим на вас, но вот с ним можно взаимодействовать. То есть здесь настоящей искренней дружбы нету. И вот не хватает вот этого дружелюбия внутри вас. В первую очередь к самому себе и в дальнейшем вот как будто бы к людям. И из-за того, что его не хватает, вы не видите этого дружелюбия в других людях по отношению к вам. То есть вот почему-то дружба сейчас вам актуальна. Если, допустим, вы ищете партнера для себя, то здесь сразу идет подсказка на то, что начните с ним сначала дружить. Не начинайте отношения сразу с любовного аспекта. Побудьте вот в этом состоянии дружбы, да, когда вы просто встречаетесь, когда вы просто проводите время как друзья. Да, не переходите сразу в состояние там, личных каких-то любовных отношений. Да, не включайте сразу секс в свою жизнь. Побудьте немножко другом. Здесь вот вам не хватает дружбы, либо вам не хватает дружбы с женщинами, либо вообще понятие дружбы, оно у вас как потребность не покрыто. И вот, может быть, в вашем окружении и не осталось уже друзей. Значит, здесь как подсказка, что вам нужны люди, с которыми вы
могли бы дружить, с которых бы вот именно настоящие люди, которые не будут скрываться за маской, да, как это делаете вы в некоторых моментах, которые будут без маски, которые будут настоящие, искренние, которые могут поддержать. Еще от чего страдает ваша душа? Творческое начало. Вот творчества не хватает. Видите, вот эта вот бедность, да, это вот как раз-таки не хватает этого вдохновения, не хватает какой-то чистоты состояния, каких-то высоких вибраций. Воодушевиться чем-то не хватает. Не знаю, может быть, кому-то надо сходить на оперу, кому-то надо сходить, там, я не знаю, в театр, на балет, вот, может быть, в музей, вот куда-то, где есть что-то такое прекрасное, да, вот чем можно воодушевиться, да, почему-то мне здесь идут лебеди каким-то образом, не знаю, может быть, сходить куда-нибудь в парк, где увидеть, как плавают лебеди, вот что-то такого, вот это творческое начало, оно не имеет здесь отношения к тому, что там надо рисовать, либо совершать какие-то такие действия, здесь не про это. А здесь вот это вот, знаете, ощутить какую-то вот свою божественную искру внутри себя. Это, знаете, вот какие-то такие состояния бывают, доли секунды блаженства, удовольствия. Вот вам вот этих вот состояний здесь не хватает. Поэтому душа страдает, потому что ее нечем подкормить. То есть, возможно, допустим, тело вы питаете едой, да, там мысли питаете либо мыслями, либо чтением непонятно чего, а вы душу вы ничем не питаете. И здесь вопрос не в эмоциях прям таких ярких, а именно в состоянии. Здесь что-то такое глубокое должно быть, очень чистое, что-то такое возвышенное. Возможно, вам, не знаю, надо послушать какую-то музыку. Почему вот я, вот как-то в контексте классики, да, почему я говорю оперу, да, не оперетту, более легкий такой жанр, а, например, именно оперу, да, балет. Вот что-то, что как будто бы всколыхнуло вашу душу, вот она прям нуждается здесь в подпитке чего-то такого возвышенного. Может быть, вам в музыку какую-то нужно вдохновляющую послушать. Вот прям, знаете, насладиться. Душе хочется какого-то полета. Она вот как будто бы должна окунуться в то состояние, что вот я дома, подпитаться, расшириться. И вот вы вот это расширение должны ощутить внутри себя, в своем теле, чтобы она заново начала светиться. Здесь что-то такого ей не хватает. А еще о чем болит ваша душа? Красивая жизнь. Видите, вот в контексте творческого начала и той же самой бедности. Да, красивая жизнь — это жизнь наполненная, возможно, кому-то не хватает путешествий, побывать в каких-то новых местах. Да? Это не обязательно что-то такое дорогое, а это именно то, что радует глаз. Вот здесь что вопрос бедности, творческое начало, красивая жизнь, вот эти вот все слова, они как будто бы направляют на то, что вашим рецепторам, да, не хватает чего-то нового. Вот что-то, хочется посмотреть на что-то новое, побыть в каких-то необычных таких состояниях, которые действительно бы вас наполнили. Может быть, какие-то красивые места, может быть, вам давно не дарили цветы. И вот эта вот красота вам необходима. Здесь нету акцента на то, чтобы вот нужно купить себе какие-то вещи. Нет, там, не знаю, сумку, обувь, там, либо одежду. Нет, аксессуары. Здесь вообще не про это. А здесь вот именно почему-то мне идет там подарить какие-то цветы, побыть в каком-нибудь таком красивом ресторане, где прекрасный дизайн, необычный дизайн. То есть вот увидеть какие-то красивые формы, например, архитектуры, побывать в каких-то городах, где вот, ну, действительно ощущается вот это чувство величия. Может быть, на природе, но опять же таки эта природа не просто какой-нибудь там парк, где есть зелень, а именно вот, знаете, это должно включить в вас вот это состояние величия, блаженства, что вот говоришь, Боже, аж мурашки по коже идут, вам вот этого не хватает. Ваша душа поэтому страдает, ей этого не хватает. А болит она, вот то, что я уже сказала, бесконечной войны, бесконечной бедности, это то, на чем вы делаете все время акцент. Я не говорю, что этого нет во внешнем мире.
Но я говорю, что по каким-то причинам ваш мозг, он все время фокусирует вас на этом. А то, на чем мы держим больше фокус внимания, этого становится в вашей жизни больше. И здесь подсказка, как будто бы душа говорит: обрати вот на это. Обрати на это внимание. Больше обращай внимание. Пускай в нашей жизни будет больше вот этой вот красоты, этого прекрасного, дружбы. Что-то такого, не знаю, повторяюсь, но в любом случае вот какой-то чистоты не хватает, прозрачности, легкости, света. Вот обращай внимание на это, и тогда в твоей жизни станет этого много, и ты будешь светиться. То есть в первую очередь нам с тобой, говорит душа, будет хорошо от этого. Вот такой был расклад. Благодарю Марину за идею. Главное вспомнить ссылку на канал. Если вдруг выйдет этот расклад, и вы не увидите нигде ссылки, напишите мне в комментариях, я обязательно выложу.